Коломна раскинулась в 115 километров от Москвы на месте слияния Москвы-реки и Оки. Это один из древнейших городов Подмосковья, любимый город Дмитрия Донского, центр православной Руси. Коломна первая вошла в Московское княжество, а ее главный символ – Кремль – остается неприступным для захватчиков с 1531 года. Коломна – один из главных промышленных, культурных и духовных центров Подмосковья, влекущий туристов красивыми пейзажами, интересными музеями и прекрасно сохранившимися памятниками истории и архитектуры. Вход в Коломенский Кремль охраняет квартальный. Все как положено, форма стилизованная, деревянная будка и шлагбаум. Местами купеческая, местами советская, Коломна вся состоит из контрастов. С кремлевскими стенами соседствует Ледовый дворец в стиле хай-тек, с парадным центром захламленные дворики и заброшенные переулки. Улица, ведущая к Успенскому кафедральному собору, называется именем матерого революционера Лазарева. И все это вполне гармонично сосуществует. Это неповторимый провинциальный город, в центре которого находится Коломенский Кремль, памятник древнерусского зодчества, раньше служивший оборонительным рубежом. На территории Кремля множество сторожевых вышек и башен. Оборонительная крепость была возведена в 1525 году. На сегодняшний день это одна из наиболее хорошо сохранившихся и масштабных русских крепостей того периода. Крепость возводили несколько лет спустя после разгрома города крымским ханом Мехмедом I. Князь Василий III приказал возводить Кремль каменным, так как деревянная Коломна была практически полностью уничтожена пожаром в конце XV века. Границы каменного Кремля повторяют ранние деревянные оборонительные постройки. Каменный Кремль Коломны ни разу не был взят неприятелем. Самая легендарная башня Коломенского Кремля – Маринкина, получившая свое название, потому что в ней некогда была заточена скандальная царица Марина Мнишек. По преданиям местных, ей удалось сбежать, обернувшись сорокой и вылетев в окно. Говорят, над башней и теперь часто кружит черная птица, хранящая проклятие польской авантюристки. А сокровища, которые по другой легенде хранятся то ли под башней, то ли по соседству, до сих пор ищут многие любители и даже археологи. Еще один интересный факт о Коломне связан с ее названием. Оно имеет более 20 версий, как научных, так и народных. По одной из версий город назван от слова «колома», то есть «колесо». Заметная часть старой Коломны, фасад, начинается сразу за стенами Кремля. Прежде чем отправиться исследовать всевозможные популярные музеи, степенно прогуляйтесь по Посадским улицам. Напиться русским духом здесь получится без особого труда. На каждом шагу вас поджидают уютные домики, украшенные резными наличниками и купеческие усадьбы. Сердцем Кремля является Соборная площадь. Ее архитектурный облик составляют Успенский собор, отдельно стоящая шатровая соборная колокольня, надвратная колокольня Новогалутвина монастыря в стиле ампир, Тихвинская церковь в псевдорусском стиле. Свято-Троицкий Новогалутвенный монастырь был основан в XIX веке после упразднения Коломенской епархии.
В настоящие дни монастырь является действующим. Монахини проводят экскурсии по территории. На площади Кремля также располагается несколько музеев, скульптуры и памятники разных эпох. Часто у стен Кремля проходят реконструкции боев. Можно заказать экскурсию, шоу ротоборцев. Коломна – городок на 3 реках и 2 дорогах. За него боролось 3 княжества. Его разоряли, сжигали татары, занимали поляки, пытались взять крестьянские войска Ивана Болотникова. Коломна горела, болела чумой, принимала Екатерину II, переживала спрямление улиц по генеральному плану архитектора Казакова, сражения Великой Отечественной, погубившие так много исторических городов, остановились от Коломны 20-30 километров. За столетия своего бурного существования маленькая Коломна ухитрилась сохранить немало архитектурных памятников, больше разве что в соседнем Зарайске. Коломна – городок загадок и легенд, мистики и фактов, историй и преданий. Один только тайный подземный ход и множество подземелий Коломенского Кремля притягивают к себе кладоискателей и историков. И все потому, что такие исторические личности, как Дмитрий Донской, Иван Грозный, Марина Мнишек и злодей-разбойник Иван Заруцкий здесь изрядно наследили. Под Коломной во время осады погиб младший сын Чингисхана. Узнав об этом, Чингисхан приказал во что бы то ни стало Коломну взять и всех жителей истребить. Истребить всех не получилось. Часть из них успела убежать в сторону Москвы. Место, где они поселились, впоследствии назвали поселением Коломенское. Коломна хранит еще много загадок. Приезжайте в этот красивый, уютный и интересный город. Может быть, именно вам удастся раскрыть его тайны.